1996 году посетители Брукфилдского зоопарка с ужасом наблюдали, как трехлетний мальчик упал без сознания в среду обитания горилл. Но то, что произошло дальше, поставило под сомнение все, что, как мы думали, мы знали об этих могущественных приматах. Бинти Джуа, 8-летняя самка гориллы, подошла к неподвижному ребенку, прижимая к спине своего собственного детеныша. Зрители затаили дыхание, когда она совершила нечто удивительное. Она нежно взяла мальчика на руки и отнесла в безопасное место. Этот инцидент попал в заголовки газет по всему миру, но не из-за трагедии, а из-за неожиданного проявления сострадания. 20 лет спустя другой ребенок упал в другой вольер с гориллами. Но на этот раз в зоопарке Цинциннати их история закончилась бы совсем по-другому. История этих двух встреч, одна из которых была трогательной, а другая трагической, навсегда изменила бы наше отношение к нашим ближайшим родственникам-животным. Тем августовским утром в Брукфилдском зоопарке никто не ожидал увидеть нечто, что перевернет наше представление о поведении горилл. Мальчик ускользнул от матери и перелез через ограждение, упав с высоты 24 фута на бетон. От удара он потерял сознание. Крики зрителей эхом разносились по ограде, но реакция Бинти Джуа противоречила всем естественным инстинктам. Вместо того, чтобы проявлять агрессию или территориальное поведение, она подошла к ребенку с почти материнской нежностью. Что делало этот момент еще более необычным, так это то, что она все это время несла на спине своего собственного 17-месячного малыша Кула. Свидетели описывали нечто удивительное, когда она подняла мальчика. Она баюкала его, как собственного младенца. Она даже не подпускала к себе других горилл, включая доминирующего в группе самца, как будто она понимала уязвимость маленького человечка, находящегося на ее попечении. Когда она отнесла его к служебному входу, где до него могли добраться работники зоопарка. Она сделала то, что ошеломило всех. Она осторожно опустила его на землю и отступила назад, как будто знала, что ее роль в этом спасении завершена. Весь инцидент длился менее 5 минут, но его будут обсуждать еще десятилетия. Мальчик полностью выздоровел, получив лишь незначительные травмы при падении. Но последствия действий Бинти Джуа будут иметь далеко идущие последствия, которые никто не мог предсказать. Видеозапись спасения Бинти Джуа стала популярной еще до того, как о ней стало известно. Новостные станции по всему миру показали видео, на котором 170-килограммовая горилла бережно несет человеческого ребенка в безопасное место. Но многие люди не видели того, что произошло в последующие дни. После этого инцидента поведение Бинти Джуа изменилось. Работники зоопарка заметили, что она стала больше заботиться о своем собственном детеныше – Кула, но также стала более внимательной к человеческим детям, посещающим ее вольер. В присутствии маленьких детей она часто подходила к стеклу, проявляя мягкость, которая, казалось, противоречила всему, что, как нам казалось, мы знали о диких животных. Письма и подарки посыпались в Брукфилдский зоопарк со всего мира. Многие пришли от родителей, которые хотели поблагодарить гориллу, спасшую жизнь их ребенку. Некоторые из них даже содержали рисунки детей, которые теперь видели в гориллах не страшных монстров, а нежных гигантов, способных на удивительное сострадание. Ученые, изучавшие видеозапись, заметили нечто завораживающее в ее движениях во время спасения – зоопарк. Каждый жест был обдуманным, осторожным и свидетельствовал о ясном осознании хрупкости человека, то, как она расположилась между мальчиками и другими гориллами.
как она избегала резких движений. Это было почти как наблюдать за тренированным спасателем. Но какой бы замечательной ни была эта история, она резко контрастировала с событиями, которые развернулись 2 десятилетия спустя в другом зоопарке, с другой гориллой и другим ребенком. 20 лет спустя в зоопарке Цинциннати история, казалось, повторилась. Еще один ребенок забрался в вольер с гориллами. Но на этот раз гориллой был Харамбе, самец серебристой спины весом 440 фунтов. И обстоятельства не могли быть более иными. Первой реакцией Харамбе не была агрессия. На самом деле, на видеозаписи видно, как он сначала стоял рядом с ребенком, защищая его. В какой-то момент показалось, что он даже поправил одежду мальчика. Но в отличие от спокойной контролируемой обстановки во время спасения Бентиджуа, этот вольер был заполнен кричащими посетителями и хаосом. Шум и суматоха изменили все. Харамбе становился все более возбужденным. Он тащил ребенка, который был в сознании, по воде рва. С каждым разом, когда толпа кричала, его поведение становилось все более непредсказуемым. То, что начиналось как защитное поведение, превратилось в нечто более опасное, когда огромный серебристоголовый зверь продемонстрировал свою силу. В отличие от случая с Бентиджуа, когда зрители наблюдали за происходящим в ошеломленном молчании, социальные сети транслировали этот инцидент в режиме реального времени. Тысячи людей наблюдали в прямом эфире, как руководство зоопарка столкнулось с невозможным решением. Применение транквилизаторов, которое могло бы сработать в более спокойной ситуации, теперь было слишком рискованным. Действие лекарств будет длиться слишком долго, а шок может вызвать у Харамбе бурную реакцию. То, что произошло дальше, разделило общественное мнение и вызвало споры, которые продолжаются по сей день. Решение застрелить Харамбе было принято в считанные минуты. Один выстрел оборвал его жизнь, но это было только началом споров, которые разгорелись по всему миру. Через несколько часов видеозапись увидели миллионы людей, и у каждого сложилось свое мнение. Активисты по защите прав животных были возмущены. Защитники зоопарка указали на опасность для жизни людей. Но то, что отличало этот случай от всех предыдущих инцидентов в зоопарке, было связано с социальными сетями. Харамбе стал больше, чем просто гориллой. Он стал символом, мемом, культурным феноменом, который жил своей собственной жизнью. Контраст с делом Бентиджуа стал центральной темой дебатов. Почему один инцидент закончился победой, а другой – трагедией? Но эти сравнения часто упускали из виду важные различия. Бентиджуа была самкой с опытом материнства. Харамбе был молодым самцом серебристой спины, от природы более склонным к проявлению силы и доминирования. Зоопарк Цинциннати столкнулся с такой негативной реакцией, какой еще не было в истории зоопарка. Им угрожали смертью. Их аккаунты в социальных сетях подверглись бомбардировке. Режиссеру, который принял окончательное решение о расстреле Харамбе, потребовалась защита полиции. Реакция общественности была настолько бурной, что зоопарку пришлось временно закрыть свои аккаунты в социальных сетях. Но за возмущением и вирусными мемами скрывалась более сложная история о наших взаимоотношениях с этими невероятными животными. После этих двух инцидентов ученые сделали несколько удивительных открытий о поведении горилл. Изучение обоих случаев показало, что гориллы, по-видимому, обладают врожденной способностью распознавать в человеческих детях уязвимых существ, подобных их собственным младенцам. Но это распознавание может вызвать совершенно разные реакции в зависимости от обстоятельств. Многие люди не знают, что гориллы – одни из немногих животных, которые проявляют ярко выраженный тип личности, во многом похожий на человеческий.
Некоторые из них от природы более нежные и заботливые, в то время как другие более защитные и территориальные. В неволе эти различия становятся еще более заметными. Но, пожалуй, самое удивительное открытие было сделано в ходе изучения реакции горилл на стресс. Когда горилла сталкивается с хаосом и орущей толпой, химический состав ее мозга резко меняется. Их защитные инстинкты могут быстро превратиться в проявление доминантности. Именно то и произошло с Харамбе. Это не агрессия, это естественная реакция на предполагаемую угрозу их территории. Исследователи, изучающие кадры обоих инцидентов, заметили еще кое-что примечательное. В обоих случаях гориллы проявили признаки понимания хрупкости человека. Нежное обращение Бентиджуа и первоначальная защитная позиция Харамбе свидетельствовали о том, что они знали, что имеют дело с чем-то, что требует бережного обращения. Эти открытия приведут к открытиям, которые навсегда изменят наше представление об интеллекте человекообразных обезьян. Ученые, изучающие поведение горилл, сделали еще одно поразительное открытие. В дикой природе, когда гориллы сталкиваются с детенышами животных других видов, они иногда проявляют защитное поведение. Известны задокументированные случаи, когда дикие гориллы нежно общались с потерявшимися детенышами леопарда и даже пытались защитить раненых птиц. Но самое интересное открытие было сделано при изучении того, как гориллы воспринимают человеческие эмоции. Анализируя кадры различных происшествий в зоопарке, исследователи заметили, что гориллы по-разному реагируют на человеческий плач и крики. Плачущий ребенок часто вызывает реакцию заботы, в то время как крики и хаос могут спровоцировать защитное поведение. Еще один примечательный случай произошел в японском зоопарке в 2003 году. Молодая горилла спасла тонущую птицу в своем вольере, осторожно выловив ее и поместив в безопасное место. Инцидент был запечатлен на камеру, где видно, как добродушный гигант с удивительной деликатностью использует свои массивные руки, чтобы помочь существу, которое меньше его по размерам. Эти наблюдения привели к новаторскому исследованию эмпатии горилл. Исследователи обнаружили, что у горилл, как и у людей, есть специализированные клетки мозга, называемые зеркальными нейронами, которые помогают им понимать эмоции других людей и разделять их. Эта способность присуща не только их виду. Они могут с поразительной точностью распознавать эмоциональное состояние человека. Но за это эмоциональный интеллект приходится платить. Как и люди, гориллы могут испытывать травмы, стресс и эмоциональную перегрузку, когда сталкиваются с хаотическими ситуациями. Эти встречи с гориллами привели к некоторым неожиданным открытиям об интеллекте горилл. В 2019 году исследователи обнаружили, что гориллы обладают необычайной способностью запоминать лица, не только их хозяев, но и посетителей, которые регулярно приходят их навестить. Было замечено, что некоторые гориллы по-разному реагируют на постоянных посетителей и на новичков. Один особенно интересный случай произошел с гориллой в зоопарке Сан-Диего, которая постоянно пыталась показать посетителям свой поврежденный палец, как бы ища сочувствия. Когда исследователи изучили это поведение, они поняли, что он делал это только с людьми, которые проявляли заботу о нем в прошлом. На самом деле он сам выбирал себе аудиторию – люди. Но, пожалуй, самое удивительное открытие было сделано в ходе изучения защитных инстинктов горилл. Ученые обнаружили, что гориллы не просто распознают человеческих детей. Они могут отличить ребенка, притворяющегося плачущим, от искренне страдающего. Ранее считалось, что такой уровень эмоционального интеллекта присущ только людям и некоторым дельфинам.
Эти открытия выявили нечто важное в когнитивных способностях горилл. Это были не просто могущественные животные, действующие инстинктивно. Это были сложные существа, способные принимать решения и обрабатывать эмоции. Каждая встреча между людьми и гориллами была не просто случайным событием. Это было взаимодействие двух высокоинтеллектуальных видов. Последствия этих открытий заставили бы нас пересмотреть все, что, как мы думали, мы знали о сознании животных. Изучая эти случаи, ученые сделали еще более замечательное открытие об обществе горилл. Гориллы развивают уникальную культуру внутри своих групп, передавая по наследству особенности поведения и реакции на ситуации. Некоторые группы становятся известны своей мягкостью, другие – способностью защищать. В одном зоопарке исследователи задокументировали нечто экстраординарное. Группа горилл разработала свой собственный метод предупреждения человеческих детей, которые подходили слишком близко к их вольеру. Вместо того, чтобы демонстрировать агрессивное поведение, они тихонько постукивали по стеклу и делали специальные жесты, которые, по-видимому, были предназначены для того, чтобы дать понять маленьким посетителям «отойдите». Самый интересный пример был получен из зоопарка в Англии, где горилла использовала язык жестов, чтобы предупредить ребенка, который взбирался на барьер. Горилла научилась этим знакам от наблюдавших за ней смотрителей и теперь использовала их для предотвращения возможных несчастных случаев. Это было не просто усвоенное поведение, это было активное решение проблем. Но эти открытия также выявили кое-что тревожащее. Точно так же, как гориллы могут научиться позитивному поведению, они также могут научиться бояться людей, основываясь на негативном опыте. Некоторые гориллы, ставшие свидетелями агрессивного поведения толпы, стали постоянно опасаться человеческих детей, что показывает, насколько глубоко на этих разумных животных влияет их взаимодействие с нами. Эти выводы привели бы к полному переосмыслению того, как мы управляем взаимодействием человека и гориллы в неволе. Сегодня инциденты с Бентиджоа и Харамбе продолжают влиять на то, как мы относимся к нашим взаимоотношениям с человекообразными обезьянами. Но, возможно, самое глубокое влияние они оказали на то, как мы понимаем интеллект горилл. Это были не просто случайные встречи, они были окнами в сложный разум наших ближайших родственников. Недавние исследования показали, что гориллы обладают эмоциональным интеллектом, который не уступает интеллекту маленьких человеческих детей. Они могут читать язык человеческого тела, понимать наши намерения и даже предсказывать наше поведение. Некоторые исследователи считают, что у горилл есть свой собственный моральный кодекс, чувство правильного и неправильного, которое руководит их действиями. Контраст между этими двумя известными происшествиями, одно из которых закончилось чудом, а другое – трагедией, напоминает нам о том, что наше взаимодействие с этими могущественными животными никогда не бывает простым. На каждую встречу влияет бесчисленное множество факторов. Характер гориллы, окружающая среда, реакция человека и даже чистая случайность. Но, возможно, самый важный урок из обеих историй – это уважение. Не только уважение к физической силе этих животных, но и уважение к их интеллекту, эмоциям и способности проявлять как мягкость, так и силу. Каждый раз, когда мы смотрим в глаза гориллы, мы видим не просто животное, мы видим мыслящее и чувствующее существо, чей разум, возможно, больше похож на наш, чем мы когда-либо могли себе представить. В следующий раз, когда вы посетите зоопарк и будете стоять перед вольером с гориллами, вспомните о Бентиджоа и Харамбе. Путь. Помните, что вы наблюдаете не просто за животным. За вами наблюдает сознательное, разумное существо, которое пытается понять вас, так же, как вы пытаетесь понять его. Увидимся позже.